Привет, друзья! Добро пожаловать на канал «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает, практикует русский язык. Вы всегда можете включить субтитры к этому видео, и если хотите получать транскрипции и дополнительные обучающие материалы, то вы можете это сделать на моем сайте. Ссылка в описании к этому видео. Ну а сегодня я бы хотел с вами поговорить про кризис в Аргентине. Я сейчас нахожусь в Аргентине, и мы с вами будем гулять по улице, которая называется Авенида Миллиан или проспект Миллиан. Наверное, это одна из самых красивых улиц Буэнос-Айреса, которую я видел. Однако сегодня немного пасмурно и немного холодно. Но в такую погоду, наверное, чуть легче говорить о каких-то проблемах, о кризисе, чем в ясную погоду. Я хочу рассказать о тех вещах, с которыми сталкиваюсь я и с которыми сталкиваются другие люди, туристы или резиденты, которые живут здесь, в Аргентине. Давайте начинать. Возможно, вы слышали, что в Аргентине сейчас экономический кризис. И, наверное, не только экономический, но и политический, и социальный. Вообще у страны множество проблем. Но в чем они выражаются для обычного человека? Как обычный человек ощущает эти проблемы? С чем сталкивается обычный человек? Ну, первое, что мне приходит в голову, самая очевидная вещь, это несколько курсов доллара. В Аргентине песо. Это национальная аргентинская валюта, аргентинский песо. И проблема в том, что есть разные курсы доллара. Есть официальный курс доллара, который в 2 раза ниже, чем черный курс доллара, то есть неофициальный курс доллара. Он здесь называется blue курс. Вот. И это проблема, потому что если ты хочешь заплатить за что-то в Аргентине, то по официальному курсу ты будешь платить в 2 раза больше. То есть, если я хочу купить, не знаю, бутылку воды, она будет стоить $2 по официальному курсу для меня. Но по неофициальному курсу она будет стоить всего $1. Вот. Это большая проблема. На самом деле есть даже больше разных курсов. Есть туристический курс. Если турист платит банковской картой, то для этого есть специальный курс, который близок к неофициальному курсу. Есть курс, который называется доллар Катар. Это для тех аргентинцев, которые путешествуют в другие страны, и этот курс выше официального. То есть полная неразбериха, огромное количество курсов. Какова причина такой ситуации? Какова причина этой ситуации? Причина в том, как я это вижу, как я это понимаю, причина в регуляциях. То есть правительство регулирует, даже я бы сказал, устанавливает, да, фиксирует определенный курс, например, доллара, и этот курс не жизнеспособен. Этот курс не соответствует рыночному курсу. Поэтому среди людей появляется другой курс,
ну, скажем так, рыночный курс. И этот курс в 2 раза выше, чем официальный курс. Да? Правительство здесь регулирует и экспорт, и импорт, и разные другие сферы бизнеса. Поэтому получается, что получается такая ситуация с несколькими курсами. Это очень неприятно, потому что многие туристы, которые приезжают сюда, конечно, они не хотят платить в 2 раза больше, и они используют либо криптовалюты, либо они используют, например, переводы с помощью Western Union, потому что по какой-то причине Western Union дает лучший курс, близкий к неофициальному курсу, и так люди не теряют деньги. Следующая проблема, которая связана с курсом, ну и вообще с проблемами в экономике, это инфляция. Дело в том, что инфляция здесь просто чудовищная. В прошлом году инфляция составила более 100%. Более 100%. То есть цены во многих магазинах меняются каждую неделю, а иногда и чаще. Во многих кафе, ресторанах и магазинах просто нет цен, потому что их нужно слишком часто менять. И это проблема. Например, в прошлом году, когда мы жили в Аргентине, $1 стоил 300 песо. А сейчас $1 стоит 800 песо. Представляете, какая огромная разница? Поэтому цены постоянно растут, постоянно меняются. И, конечно, это очень-очень-очень неудобно. Следующий момент, который вызывает тревогу и чувство тревожности, это скорые выборы в Аргентине. В Аргентине скоро будут выборы президента. Они будут 22 октября 2023 года, то есть через пару недель примерно. И выборы в Аргентине — это не то же самое, что выборы в России. Потому что если в России мы абсолютно точно понимаем, что будет и кто будет президентом, к сожалению, то в Аргентине все немного сложнее. Сейчас есть как минимум 3 кандидата, 2 из которых лидируют. Были праймерис или пасо, как они называются в Аргентине, и есть 2 лидирующих кандидата. И у многих кандидатов очень такие радикальные идеи, радикальной перестройки экономики, радикальной перестройки вообще всей системы. И моя точка зрения, что радикальные изменения нужны Аргентине, потому что текущая система показывает свою несостоятельность, показывает свою нежизнеспособность. Она показывает, что страна продолжает катиться вниз. Я это так вижу. И мне кажется, что стране нужны серьезные глобальные перемены. Но тут появляется проблема, потому что если начнутся такие серьезные глобальные изменения, то на некоторое время в Аргентине текущая нестабильность превратится в полный настоящий хаос. И может так случиться, что на какой-то момент в Аргентине станет все намного хуже. И, естественно, многие этого опасаются. Этот кризис продуцирует
разные другие проблемы, социальные проблемы, проблемы социального неравенства, проблема бедности. Большое количество людей живет за чертой бедности. То есть у людей нет денег. Поэтому ты часто можешь встретить людей, которые живут прямо на улице. Или тебя могут ограбить, или у тебя могут выхватить телефон из рук. То есть в Аргентине ты стараешься не ходить вот так с телефоном по улицам. Буквально недавно на соседней улице мы видели, как один моточеро, то есть грабитель на мотоцикле, выхватил рюкзак у одного парня и уехал. К счастью, мы с этим не сталкивались, но я знаю, что есть такая проблема, и многие люди с этим сталкиваются. Многие люди сталкиваются с воровством и грабежом. Ну, к счастью, насколько я знаю, насильственных преступлений, то есть убийств, избиений каких-то, здесь не так много, но все равно люди чувствуют себя небезопасно. Например, часто можно увидеть вот такие провода с электричеством. Сверху, вот над забором, видите, такие металлические провода с электричеством. Ну, для того, чтобы люди, воры, не залезали в дом. Вот. Это можно очень часто увидеть в Аргентине, и это говорит о том, что люди хотят обезопасить себя от каких-то преступников. Но вы можете меня спросить: Макс, но зачем? Зачем тогда жить в таком месте? Зачем тогда жить в Аргентине, если здесь столько проблем, столько неудобств? Ну, на это я вам отвечу, что не бывает все плохо. Не бывает, ну, окей, наверное, бывает, но везде есть свои минусы и свои плюсы. Всегда есть какой-то баланс хорошего и плохого. Поэтому, несмотря на все проблемы, я могу выделить 5 плюсов. 5 плюсов, 5 вещей, по которым из-за которых мы сейчас живем в Аргентине и в каком-то будущем планируем здесь жить. Какие это вещи? Ну, номер один. Номер один – это то, что Аргентина безумно красивая страна. Буэнос-Айрес – очень красивый город. Наверное, один из самых красивых городов, которые я только видел. Вот посмотрите просто. Тут банановые деревья, там какие-то цветы, красивые дома. Все зеленое, в городе очень много зелени. В стране есть водопады, горы, пустыни, степи, леса. Все это очень красиво. И вокруг Аргентины очень много разных красивых стран, которые очень хочется посетить. Очень интересная история, очень интересная культура. С этим хочется познакомиться. Хочется познакомиться с этим испаноговорящим миром и посмотреть все вокруг. Номер 2, или вторая причина. Вторая причина – это цены. На самом деле, хорошая сторона кризиса, если так вообще можно говорить, то, что здесь сейчас в Аргентине очень невысокие цены. И, это в целом можно назвать плюсом. Я бы, конечно, предпочел, чтобы не было кризиса, но, тем не менее, как результат, сейчас здесь низкие цены. И, относительно низкие цены, конечно. И жизнь здесь дешевле и качественнее,
как мне кажется, чем, например, в Армении, в Грузии. Ну, с Сербией сложно сравнивать, наверное, похоже на Сербию, но я думаю, что многие вещи в Аргентине дешевле. Вот. То есть в целом жить здесь недорого. Опять же, относительно, все относительно, но относительно недорого. Третья причина – это то, что Аргентина – страна иммигрантов. И субъективно, я здесь... Старый американский Ford. Потрясающие машины. Я здесь себя субъективно чувствую очень комфортно. И я не чувствую себя здесь чужим. Я не чувствую себя здесь чужим, да, наверное, это лучшее слово, чужим. В тот момент, когда ты приезжаешь в Аргентину, ты как будто сразу вливаешься в общество, интегрируешься, даже если у тебя плохой испанский. Но все равно субъективно ты здесь чувствуешь себя комфортно, чувствуешь себя своим, и люди на тебя, опять же, субъективно, люди на тебя не смотрят как на чужого. Вот. Это очень большой плюс. Это какое-то внутреннее чувство комфорта, которое ты получаешь здесь. Четвертая причина может звучать парадоксально. Она может звучать парадоксально, потому что, как ни странно, это безопасность. Как так, Макс? Ты только что говорил, что у тебя могут украсть телефон. Какая безопасность? В Аргентине другая безопасность. Ну, например, сравнивая с текущим моментом в России ты чувствуешь опасность сверху. Ты чувствуешь опасность, когда видишь полицейского. Ты чувствуешь опасность... О, поезд поехал. Кстати, у меня было видео про поезда и про метро в Буэнос-Айресе. Обязательно посмотрите. Ты чувствуешь опасность от полиции. Ты чувствуешь опасность, потому что ты не знаешь, какое твое слово не понравится кому-то там наверху. То есть ты не можешь чувствовать себя полностью безопасно, потому что у тебя могут быть проблемы сверху. Это очень неприятное ощущение. Здесь, в Аргентине, ты понимаешь, что кто-то может выхватить твой телефон. Но в России ты понимаешь, что ты можешь просто оказаться, не знаю, в тюрьме, или получить какой-то штраф, или просто, что ты не понравишься кому-то, потому что ты не поддерживаешь какие-то политические решения. Да, если ты не согласен с какими-то политическими решениями в Аргентине, то у тебя не будет проблем. Но в России у тебя будут проблемы, у тебя могут быть проблемы. Если ты что-то сказал на видео или написал что-то в социальных сетях, ты тоже никогда не знаешь, какие у тебя могут быть проблемы. И правила игры не ясны. Ты не понимаешь правил игры. И это очень-очень... Это заставляет тебя чувствовать себя очень небезопасно. Это заставляет тебя чувствовать себя очень небезопасно. Поэтому парадоксально, но в каких-то моментах здесь ты чувствуешь себя более в безопасности. Пятая причина. Причина номер 5. Причина номер 5 – это простота легализации
здесь, в Аргентине. И это очень важный момент сейчас для многих людей, которые уезжают из России по разным причинам. Тебе все время становится сложнее жить где-то в другом месте, просто потому что ты имеешь российский паспорт. Например, Белоруссия сейчас вообще запретила выдачу загранпаспорта в других странах. То есть, если я белорус и мой паспорт закончился или я его потерял, то я не могу сделать новый паспорт в Аргентине или в другой стране. Представляете? Я должен ехать назад в Беларусь и делать там свой паспорт. Это огромные трудности. Вот. И с российским паспортом тоже сейчас очень много трудностей, проблем. Я бы сказал, даже дискриминации. Ну, серьезно. Я бы сказал, что многие решения, которые принимает и Россия, и многие другие страны, они реально, они являются дискриминацией просто по твоему гражданству. Поэтому Аргентина в этом плане отличается. Многие страны, например, Евросоюза, усложняют получение резиденций или вида на жительство, ВНЖ, как мы это называем, в своих странах для россиян. То есть тебе очень сложно получить резиденцию, или тебе сложно въехать на российской машине, да? То есть постоянно тебе вставляют палки в колеса. Вот, некоторые страны, да. И, это тоже, это неудобно, это проблема, и, не знаю, мне кажется, это в какой-то мере тоже дискриминация. Но в Аргентине пока такой политики нет, и Аргентина спокойно принимает людей из России, и беженцев, и туристов, и тех людей, кто хочет здесь получить резиденцию и жить. То есть есть огромное количество легальных оснований для того, чтобы здесь жить. А если ты прожил здесь больше 2 лет, ты даже имеешь право получить аргентинское гражданство и просто уже быть гражданином, жить здесь как обычный нормальный человек. Конечно, это большое преимущество, учитывая всю сложность ситуации сейчас в России. Что ж, друзья, если вы из Аргентины, пожалуйста, напишите, как вы видите эту кризисную ситуацию, как вы видите этот кризис, какие проблемы у вас, у жителей Аргентины, у граждан Аргентины есть в связи с этим кризисом. Очень будет интересно почитать, что вы напишете. Ну что ж, я с вами, друзья, прощаюсь. До встречи в следующем ролике. Увидимся.